Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хочу показать свои готовые работы, что я успела связать за последнюю неделю. Давайте начнем вот с этих носочков. Я уже предварительно показывала их в своей группе ВКонтакте. И многих заинтересовало, из какой пряжи я вязала эти носки. Давайте рассмотрим поближе. Как вы видите, кто уже опытный вязальщик, что я вязала эти носки методом Helix и использовала здесь пряжу нескольких цветов. Чем мне нравится этот способ вязания, то, что можно использовать все остатки пряжи, но я в эти носки добавляла не остатки, а вязала из новых мотков. Это самая обычная пряжа Alize. Это Superwash Comfort Socks. Это Artisan рыженькая. Подобрала их более-менее подходящими по цвету. Он такой вишневый, кирпичный, бежево-коричневый и коричневый потемнее с эффектом меланж. Но за основу я взяла пряжу Нака Боха. Вот эта пряжа. Я решила, что если буду вязать из одной вот этой пряжи, то носки получатся. Да, они будут красивые, но как-то скучноватые. Просто мне даже не интересно уже вязать носки просто гладью. Получились бы вот такие носки. Эти носки связаны тоже из пряжи Нака Боха, только из другого оттенка. Это цвет попугаи. Вот. Обычные носки, никаких вставочек я здесь не делала, ни резинки не выделяла, ни пятки, ни мысочки. И из этой пряжи получились бы такие же носки. Но я посчитала это скучным, неинтересным, и поэтому добавила и другие расцветки. Что касается вот этой пряжи, это Нака Боха Color 87721 и называется «Осень начинается». Мы уже готовимся к осени. И подобрала вот такие оттенки палитру в осенних тонах и добавила. Значит, здесь я вязала резинку, пятку и мысочек не однотонные, как это часто делают мастерицы, да и я тоже, а связала именно из пряжи Нака Боха, вот этой пестрой, осенний. Основную также основу вязала этой пряжей, а кусочки добавляла однотонные. Вот. По 7 рядов делала бордовый, вот светло-серый, темно-серый, коричневый. Дальше опять идут серые, вот эти рыженькие, снова бордовые, серые. Ну это как у кого нитка ляжет. И мысочек связала из однотонной, ну как однотонный пестрый Нака Боха, уже без хеликса. Вот такая красота получилась. И глядя на эти носочки, уже кажется, что связано из какой-то элитной дорогой пряжи, хотя все здесь обычно, бюджетно и очень интересно получается. Мне понравились такие носочки, и вязать методом Helix несложно, интересно. Вяжи себе, да вяжи. Ну, красивые носки получились. Как вы считаете? Пишите в комментариях. Так, что касается размера этих носочков, длина их получилась от мысочка до пяточки 24 сантиметра, но это на размер 38-39. И высота паголенка от верха резиночки и до пятки 15, до пола 22,5-23 сантиметра. Теплые приятные носочки, такие они шерстяные на ощупь, такие не колючие, мне кажется, будут хорошо греть ножки. Так, вот такая пара у меня получилась. Я очень довольна своей работой. Буду вязать носки такие же, но добавлять другие уже цвета, ну по-другому комбинировать. Конечно, точно такие я уже
вязать не буду. Так что, если кто-то хочет приобрести эти носочки, вот они у меня в наличии, именно в таком размере, повтора не будет. Буду вязать другие, экспериментировать с цветами. Мне очень нравится подбирать разные расцветки. Так, носочки у меня связались одни на этой неделе. Далее перейдем к игрушкам. Помните, я на прошлой неделе вам показывала вот этого зайчика. Мне он очень понравился, и я решила повторить такого зайчика, кролика, и связать в голубом цвете. Связаны они из одной пряжи. Вот такие они с искорками, с блестящей серебристой ниточкой. Мне понравилась схема, устраивает по форме. И вот связала вот такого голубенького. Сейчас покажу эту пряжу поближе. Так, пряжа это Лавита Велюрекс, Лавита Ярн. Цвет 50-10. Такой тоненький плюш. Вязала крючком 3,5 миллиметра. Глазки, бусинки, вышила носики, лапки такие, хорошие зайчики, хвостики. Рост таких зайчат у меня получился вот от кончика ушей и 29 сантиметров примерно, 29-30. И таких блестящих зайчиков я буду вязать еще и в сиреневом цвете, из сиреневого плюша. Та же пряжа, у меня получится такой же размер. Это цвет 5101. Приятные такие зайчики. Ну и что же вы думаете? Я на этом остановилась? Нет, конечно. Если я чем-то увлекаюсь, то меня это захватывает конкретно. Связала вот такого еще кролика. Он по росту, наверное, немножечко повыше, на пару сантиметров, чем, ну да, вот так, если их поставить вот на стол, облокотила, немножечко побольше. Давайте померяем, потому что пряжа потолще, вот 31 сантиметр, ну совсем чуть-чуть. Очень милый такой он какой-то получился. Вот примитивные зайчики, вязать их очень просто, быстро. Вот такие игрушки у меня связались. Сейчас скажу про эту пряжу. Я уже вязала из них медвежат. Ну, вдруг кто-то не видел мое предыдущее видео. Сейчас покажу и эту пряжу. Так, это Dolce Baby от Yarn Art. И цвет 747. Это бежево-желтый. Такой в теплом каком-то оттенке, он не в холодном. Так что можете также приобрести пряжу, и получится вот такой зайчик. Также вязала его крючком 3,5 миллиметра. Вот так. Серия у меня вот таких кроликов. Но розовую я вязала на прошлой неделе, а вот эти два у меня родились на этой неделе. Так что в копилочку моих готовых работ этой недели добавляю. Так, далее. Для отдыха связала вот такого маленького медвежонка. Посмотрите, какой прелестный мишутка у меня получился. У него такая махровая мордочка. Также глазки-бусинки. Здесь носик я сделала пластиковый на безопасном креплении. Привязала ему бантик зеленый, хвостик. Подвижные ручки, ножки, небольшой такой мишутка, рост его вот 16 сантиметров. Но вязать его тоже не очень-то быстро. Это кажется, что быстро. Пока ушки пришьешь, ручки, ножки, хвостик, все это вывязывать, детальки, мордочку. Это не такая игрушка, что которая вяжется там за 10 минут брелочки. Тоже нужно повозиться с ней. И вязала из этой же пряжи, что и кролика. Вот они, одинакового цвета. Так, мишутка. Вот на скорую руку связала два единорожка. Ссылку на этот мастер-класс я прикреплю в описании под видео. Вязала его также
по видео с ютуба. Такие блестящие рожки, искрящиеся, глазки, бусинки, ноздри, грива, хвостик. Все как положено. Посмотрите, какие они интересные. Я знаю, многим девочкам нравятся единорожки, они их коллекционируют, и почему бы и такие не связать в коллекцию. Вот сделала таких 2 единорога. Плюшевая ниточка, это из остатков от кроликов. Так, сейчас у меня будет игрушка покрупнее, и я подниму камеру, чтобы она поместилась на экране. Ну вот, посмотрите, какой красавчик. Он такой крупненький. Мишутка. Давайте сразу померяю его рост. Так, от макушечки и до пяточек. Вот 40 сантиметров. Так, мне нравится этот Мишутка. Ну, это прелесть прелестная. Он такой миленький. У него ножки, ручки на ниточном креплении. Все хорошо двигается. Детям нравится играть с игрушками, которые подвижные. Его можно и сажать. Ручки вперед, назад. Все поворачивается. Ушки на макушке. Носик бархатный. Так, тут ниточки. Пух от привязания. Когда вяжешь, немножко пух крошится и вот прилип. Так, пушистая мордочка, глазки. Также на безопасном креплении, полубусинки. Хороший медвежонок светло-персикового цвета. Сейчас покажу эту пряжу. Это Yarn Art Dolce. Цвет 779. Не знаю, хватило мне одного мотка, не хватило. У меня были неполные моточки, поэтому начала вязать от неполного мотка и добавляла от другого. Но мне кажется, одного мотка не хватит. Все-таки он большой, крупненький медвежонок. Хотя если один моток, можно было бы и брюшко сделать белое. Тогда бы растянула и лапки там беленькие. Хватило бы одного. Вязала крючком 4 миллиметра. Описание этого медведя я оставлю в моей группе ВКонтакте. Ссылка на группу «Мастерская Одри» также будет в описании под этим видео. Можете перейти по ссылке и найти описание этого медведя. Я нашла его в интернете в свободном доступе и хочу поделиться также с вами. И буду вязать такого медведя еще обязательно. Мне очень понравилась схема, как вот форму он держит. И вот буду вязать вот из такой пряжи. Также Yarn Art Dolce. Цвет 783, светло-лимонный. Мне кажется, вот таким цветом медведь будет, ну, просто бесподобный. Пряжа, конечно, вяжется не очень легко. Она сыпется, много ссора. Но ничего, потом зато результат очень радует. Я не стала делать хвостик медвежонку, так как буду делать ему, наверное, штанишки еще. Мне нравится, когда игрушки наряженные. И люблю вязать кукольную, такую игрушечную одежду. Вот посмотрите, как они будут. 2 братика сочетаются между собой. Они на витрине будут просто привлекать взгляды, мне так кажется. Очень красивый цвет вот этот. Может быть, в магазине даже и не обратила внимания, но вот когда увидела этого медведя, мне прям хотелось связать его именно желтым. Но не ярко-желтым, а нежным. Вот таким. Так, ну что получится, покажу вам позже обязательно. Так, ну и главный проект этой недели. Сейчас я вам покажу, чем я занималась длительное время. Так, этих ребят я пока также уберу в сторонку. Вот мой проект, который будет длиться еще долго. Меня затянули. Вот эта банда затянула.
Посмотрите, каких щенят, маленьких песиков, собачек я навязала. Так, давайте рассмотрим их поближе. Пока связала 5 штучек. Давайте, ребята, выпрыгивайте из коробки. Это маленькие собачки. Рост их у меня вот 10 сантиметров. Посмотрите, какие они прикольные. Вот такая у меня команда хулиганов. Связала их всех в одной цветовой гамме. Это нитки. Так, это Ализе, но это из Ализе связано какая? Они тут разные. Ализе и Yarn Art Jeans. И Ализе Cotton Gold. Это полухлопок. Так. 55% хлопка и 45% полиакрила. В 50 граммах 160 метров. Так, а у Ализе в 50 граммах 165 метров, чуть-чуть потоньше. Ну, кстати, это заметно. Я когда вязала вот этого, я поняла, что ниточка немножко потоньше. Они бывают мотки по 50 грамм и по 100 грамм. Вот такие побольше. Так, вязала их крючком 2 миллиметра. И не скажу, что их вязать очень быстро, несмотря на то, что они маленькие. Здесь много такой кропотливой работы. Вывязываются ушки, ручки, мордочка, носик. Все это отдельно вяжется, потом пришивается. Глазки у меня бусинки 3 миллиметра или 4, наверное, миллиметра. Маленькая утяжка здесь. Ну, да, наверное, 4 миллиметра глазки. И у всех белые ушки. Видите, как у меня бимки белые ушки. Вот такие озорные щенки у меня получились. Бантики украшают их. Нарядные такие собачки. Буду вязать еще. Можно использовать их как брелочки или как просто игрушечки. Можно сделать им кроватки, люлечки. Деткам нравятся вот такие маленькие игрушки. А когда их несколько, это уже как ролевые такие игры развивающие. Можно тут уже диалоги какие-то придумывать. Ну, прикольные собачки. Мне они очень понравились. И буду вязать их еще. Как вам такие собачки? Пишите в комментариях. Веселенькие получились. Можно вязать их и рыженькие, и черненькие, и коричневые, и розовые. Кому какие больше нравятся. В любом цвете. Итак, что же я связала на этой неделе? Вот 5 щенят, 2 зайчика, 2 единорога, маленького медвежонка, большого медвежонка и носочки. Вроде бы все, ничего не забыла показать, но считаю, что нормальный результат меня устраивает. Я вяжу не с пихом, для удовольствия. Лето, жара, мозги плавятся, и вот для отдыха, для какого-то расслабления, все-таки каникулы, надо больше отдыхать, гулять. Я считаю, что хороший у меня результат на этой неделе. Если вам понравилось это видео, вам было интересно посмотреть, что же я успела связать на этой неделе, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Это помогает продвижению канала. Как видите, мастер-классов я сейчас пока не записываю. Отдыхаю. Я думаю, что в ближайшем времени вернусь к своим занятиям, вязанию салфеток, воротничков. Буду записывать видео обучающие, как я это делала раньше.
Но пока у меня игрушки и носки, хотя воротники и салфетки я также вяжу. Ну, они у меня ушли на 3-й и 4-й план. Начала вязать салфетку, но еще не довязала, поэтому не показываю ее. И воротник я связала, но уже отправила. Вязала на заказ, и надо было быстро отправить. В это видео оно не вошло, забыла его снять. Можно было как маленький кусочек снять и вставить сюда, но как-то не было времени. Ну все, на этом я заканчиваю видео. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!